Беларусь планирует принять закон об иностранных агентах, целью которого является защита страны от некой зарубежной агрессии. Любопытно, что в России такой закон существует уже давно. Преследованиям подвергаются как негосударственные организации, так и зарубежные СМИ и даже простые граждане. А чтобы считаться шпионом, достаточно только получать иностранное финансирование. Госдума решила на этом не останавливаться и рассматривает новые поправки, благодаря которым шпионом сможет стать каждый, кто не согласен с политикой Путина. Неудивительно, что данные наработки сильно впечатлили Лукашенко. Поэтому очень скоро Беларусь может стать уникальной страной, где 97% жителей будут считаться шпионами. Государство лишило больных детей крыши над головой. Речь идет о детском хосписе в Гродно. История началась еще несколько месяцев назад, когда директора Ольгу Величко задержали на мирной акции протеста. Местные чиновники решили отомстить смелой женщине за ее гражданскую позицию, поэтому сначала хоспису не продлили аренду помещения, а после и вовсе конфисковали аппарат ИВЛ, купленный на деньги благотворителей. Сотрудники хосписа подали в суд на незаконное решение о выселении, чтобы вернуть хотя бы помещение. Однако на вчерашнем судебном заседании данное требование удовлетворено не было. Учреждение намерено подать апелляцию и продолжать борьбу за своих маленьких подопечных. 3 тряпки и сертификат в винно-водочный магазин. Так руководство МАЗа поздравило работников предприятия с наступающими новогодними праздниками. В подарочных наборах не оказалось даже традиционных барбарисок. Вероятно, таким символическим презентом начальники хотели донести до рабочих, что Новый год не повод расслабляться. С помощью тряпочек из набора «Чистюля», который продается в любом хозмаге, можно привести свое жилище в порядок на случай внезапного обыска. А если этого не произойдет, то праздник стоит отметить парочкой массандр, на которой как раз хватит подарочного сертификата. Судя по всему, несмотря на громкие заявления Лукашенко о светлом будущем белорусского автопрома, дела у одного из ведущих предприятий отрасли идут не совсем радужно. Чиновники и руководство МВД решили использовать осужденных по народной статье 2334 в качестве бесплатной рабсилы. Арестантов собираются заставить выполнять обязанности коммунальщиков, пока те заняты более важными делами. С такой инициативой выступил Совет министров на очередном заседании. По задумке чиновников, административно арестованные должны будут очищать улицы городов от последствий актов вандализма. Однако на практике заставить осужденных гонять во всю мощь на свежем воздухе со швабрами наперевес оказалось дельцем весьма хлопотным. Как следует из ответа МВД на данное предложение, законодательных механизмов для его реализации просто нет. И действительно, по действующему административному кодексу санкции статьи 2334 предусматривают лишь арест или штраф, но никаких общественных работ. Впрочем, силовики и чиновники уже активно работают над тем, как превратить свободных белорусов в крепостных. Злоумышленники разбили камнем окно с погоней, а милиция составила протокол на хозяина квартиры. Флаг с историческим гербом висел на балконе жителя Минска около 2 месяцев. Инцидент произошел, когда мужчина был на работе. По данному факту он сразу вызвал правоохранителей, чтобы написать заявление и зафиксировать повреждение имущества. Документ у него, конечно же, приняли, а вместе с ним вручили протокол, в котором было указано, что пострадавший проводил несанкционированное пикетирование своей квартиры. Именно по данному факту милиция сейчас проводит разбирательство. А вот станут ли искать преступников, которые безнаказанно бьют окна людям, вопрос скорее риторический. И в тему о законотворчестве. Вчера официально вступили в силу поправки о лишении гражданства. Инициатива депутата Марии Василевич, с которой она выступила всего месяц назад, теперь стала правовыми реалиями для всех белорусов. По обновленному закону лишить белорусского паспорта могут за экстремизм или причинение тяжкого вреда интересам государства. Под его действие не попадают несовершеннолетние и те, кто приобрел гражданство по рождению. Основанием для лишения будет решение суда либо приговор международного трибунала, подтверждающего участие человека в террористической деятельности. Что же, в Беларуси народный трибунал состоится уже через 3 дня, так что нелегитимной власти следовало бы задуматься, что отвечать за совершенное преступление придется по всей строгости собственных законов. На этом у меня все. Спасибо, что вы все еще с нами. А если под этим видео нажать на кнопку «Поделиться» в Facebook, то сегодняшний выпуск в разы увеличит свою аудиторию. Берегите себя и живе Беларусь!